Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Квартио, а это рубрика комментирования игры подписчика. Сегодня у меня каточка подписчика под псевдонимом Savage. Не топ не один. Топ не один будет в следующий раз, потому что Savage прислал свою каточку. Наконец-то подписчики начали присылать мне свои каточки на обзоры комментирования. Просто лайк. Поэтому, ребят, кто хочет, чтобы я прокомментировал вашу каточку, то в закрепленном сообщении в комментариях будет ссылочка на переход в телеграм-канал на конкретную запись, где я описываю, что нужно конкретно сделать по пунктам. Условия максимально простые. Поэтому, ребят, хотите, чтобы я откомментировал вашу каточку, соблюдаем условия, все делаем, присылаем мне, соответственно. Все, давайте, работаем. Вот, мне уже 2 подписчика еще прислало, кроме топ не один. Мне 2 подписчика еще прислали свои каточки на комментирование, поэтому я буду их чередовать потихонечку, пока не закончится, соответственно, запись. И, соответственно, ребят, напишите в комментариях сразу в свой фидбэк по поводу комментирования игры подписчика. Как вам заходит данная рубрика? И, кстати, минуточка рекламы, но это сразу говорю, не какого-то бренда и тому подобное, это реклама моих, соответственно, каналов и тому подобное. Короче, сейчас услышите все. Потому что начало, все такое, здесь все размеренно. И, кстати, я хочу уже подметить один момент, и, ну, это, соответственно, чуть-чуть позже. В общем, подписываемся на мой YouTube, потому что скоро 2000 подписчиков. Это первый момент. Второй момент. У меня есть телеграм-канал, в котором есть чат комьюнити, где мы все общаемся, переписываемся, все такое и тому подобное. В телеграм-канале я не спамлю всякой лишней информации, я делаю там опросы, пишу когда стримы, обновления игры, и немного пишу о своем, ну, о своей личной жизни, грубо говоря. Тогда так, небольшой свой личный влог, что происходит, там подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Короче, зайдете, все увидите сами, почитайте. Плюс там иногда розыгрыш будут проходить теперь. Вот. Подписываемся. И, ребят, мне нужны ваши лайки. Поэтому сейчас смотрите, уделите секундочку времени и поставьте под этот ролик лайк. Потому что каждый лайк и комментарий продвигает ролик в тренды и рекомендации. Я думаю, уже многие сейчас заметили, что я хочу подметить в этом моменте. Вот. Ставим лайк, коммент. И еще такой моментик. В телеграм-канале плюс во вкладке YouTube сообщество на моем канале я провожу множество опросов. Поэтому, ребят, уделите пару минут своего времени и ответьте на эти опросы. Там просто да, нет и тому подобное. Короче, будет. Все, работаем, подписываемся, не стесняемся. Все, давайте. Работаете вы, работаю я. Я вам контент, а вы мне, соответственно, лайк пилите. А кто не подписан, подпишитесь. Все, погнали, полностью будем погружаться в эту каточку. Какой момент я сперва хочу подметить? Во-первых, Savage, напиши мне в комментарии, почему ты сделал так с предметами. Я не понял этого момента. А, кстати, еще один момент. Ну ладно, там я просто сделал, я по опросам буду уже судить. Почему ты сделал так с предметами? Почему ты предметы сразу не активировал, а активировал только их тогда, когда у тебя уже есть 3 предмета? Этот момент я немножко не понял. Ему, кстати, хорошо идут, я вижу, охотники. Я так понимаю, он хочет еще и через зверей, если что, сыграть, потому что у него друиды стоят. Ну, пока что непонятно. По реликвиям у него, в принципе, тут хорошие реликвии. Есть наша любимая Мамора, есть жезл Киры, через который можно множество чего пообузить. И предмет 3-го тира там тоже есть, кстати. По противникам, что мы видим? Ага, вижу двух инсектоидов уже заранее. То есть, ну, все понял. Ну, кто бы сомневался? Ты сомневался? Я не сомневался лично, что будет инсектоид. Ну, да. Так, микрофон включил. А то был такой прикол, что я начал снимать каточку, а потом заметил, что микрофон выключен. Ну, не эту каточку, а другую, но все же. Было немножечко неприятно. Кстати, я заметил такой момент, у него нету музыки игры. У него есть только фразы, а музыки игры я не слышу. Прикольно. Наверное, выключил. Наверное, ему так задолбала эта музыка, что просто решил выключить ее. Что ж у нас сегодня будет такое интересненькое? Что сегодня будет за контент? Но пока что я вижу следующее. Он собирает параллельно зверей и параллельно охотников. Скорее всего, это будут звери из охотников. То есть будет сначала играть на охотниках, потом плавно перейдет на зверей. Интересно. Кстати, посмотрите, я назвал цифру, сколько здесь будет инсектоидов. Напишите в комментарии, сколько будет инсектоидов в текущей каточке.
Кстати, если вы какие-то там тоже моменты подмечаете в катке, по записи и тому подобное, то не стесняйтесь. Пишите в комменты. Если у кого-то есть какие-то вопросы, тоже пишите в комменты. Я всем отвечаю. Кстати, тут я заметил, Шейман есть. А это, если что, тоже мой подписчик. Мой сагильдиец еще вдобавок. Вот. А у Шеймана, кстати, там хороший такой буз. Во-первых, у него Лина в 2 звезды. Угу. И если я правильно увидел, то у него еще баф людей стоит. И баф магов сверху. Это круто. Это сильно. Это очень сильно. Если я правильно заметил. Сейчас он откроет список, я посмотрю. А то я, кроме Шеймана, еще там некоторых людей смотрел, и что-то у меня, знаете, все в голове сейчас перемешалось, такая каша, картинка немножко смешанная. Ну, такое. Тоже такое. Охотники ему, конечно, хорошо прут. Кстати, видите, Муэрту как обузит. Ставит ее наперед в виде танка. Это неплохо. Расстановку, конечно, бы я сделал немножко по-другому, но, в принципе, на такой стадии игры, я думаю, не особо это и важно. Мирану просто можно поставить в самый угол, и она, соответственно, самую дальнюю цель застанет на очень долго. Ничего себе. Шейман, а ну-ка успокойся. Ты что там такой стол себе нашел? 2 двойки, баф людей, еще и какие там фигуры. Там хорошие фигуры у него. Добротные. По всей видимости, тут будет бог-орк у комбинатора. Ну, посмотрим. Посмотрим. Будет сегодня крутилочка. Будет крутилочка. Ну, Шеймана жесткий стол, он сейчас будет на винстрике идти. Но на самом деле и у него тоже стол такой, ну, не слабенький. У него сейчас охотники, и если у него соберутся 6 охотников, это будет финита комедия. Ну, баф зверей, который дает 10%. Ну, чисто как танк, волк. И приятный бонус в виде зверей 10% дамаг. В принципе, пойдет. В принципе, пойдет. Собака перевоплотится и немножко как бы уронов питает. И Морита, кстати, тоже уронов питает. Ему бы 6 охотников было бы вообще шедеврально. Марси, мехи. Пока что-то непонятно. Кстати, медальон первого тира как бы в коня есть небольшой смысл давать, но я не кидал бы. Потому что когда конь перевоплотится и присамонит еще 2 персонажей, кстати, 6 охотников сюда. 6 охотников сюда, я говорю. 6 охотников сюда. Берем уровень, ставим 6 охотников. Все, будем разрывать сейчас. Сейчас мы будем делать контент и будем разрывать всех и вся. Интересная расстановка у него. Ну, Мирану, наверное, лучше все-таки ставить ближе к снайперу. Еще раз говорю, Мирана кастует свою способность на самую дальнюю цель. И, соответственно, та цель, которая самая дальняя, будет застанена на максимум времени. Поэтому я бы Мирану ставил ближе к снайперу, либо вообще в другой угол. Керит, кстати, тоже Мирану пока что. Это хорошо. Мирана у него сейчас самый сильный персонаж. Ой-ой-ой. А что это? 2 цветочки, куча дублей. Давай, размеси по бырику. По бырику, давай. Давай, просто. Хорош. Хорош. Отлично. Пока что все хорошо. Да, тут по-любому будут охотники, но вот будет ли он играть на охотника до конца, вот это вот вопрос. Я думаю, он в конечном итоге перестроится, только вот в какой билд. А как вы думаете? А ну-ка, напишите в комментариях, в какой билд он в конечном итоге перестроится. Либо же кого он будет использовать. Я думаю, здесь будет либо же антимаг, либо же Манки Кинг. Реликвии приятные. Жезл Киры, монета Гоблина, Мамора, коса. То есть, ну, на самом деле много приятных реликвий. Табаф людей ты можешь уже продать. У тебя винстрик. Это первое. Второе, ну, у тебя 6 охотников. Куда ты будешь ставить? Тебе 9 уровень нужен для того, чтобы полностью выставить свой стол. Вот там еще один охотник. Ну, неприятно, но самый жесткий стол это все-таки сейчас у Шеймана. Сильный стол, максимально. Но, если сейчас ему прокнет хорошо, по охотника тычка, то все, это будет конечное. Жезл Киры, жезл Киры, жезл Киры мы берем. Берем жезл Киры и обузим охотников, давай. Давай, покажи контент на максимум. Да зачем тебе эти орки? Бери, бери, да. Бери. Волшебная палочка Гарри Поттера.
Чего? А... А... Вы видели этот прикол? Он только что нажал переработку шмота. А так можно было? Короче, он, если что, нажал перекрафт, выбрал обычный предмет, вот это за одну единичку, и у него появился список. Так разве можно было делать? А почему никто об этом ни разу не сказал? Ничего себе, он для меня такое новшество открыл. Я реально об этом не знал. Я не знал, что можно сделать таким вот образом. Охренеть? Охренеть еще как. Это капец какие новости. Прикол. Кстати, хочу тоже подметить, он делает абсолютно все мышкой. И... Секунду. Секунду, дайте я посмотрю, юзнет он или нет. Не юзает, это хорошо. Знаете, в чем минус? Шейман, скорее всего, его стол переедет. У Шеймана сильнее, походу, будет стол. Но, на самом деле, если куча тычек прокнет, то он распилит этот стол Шеймана. Но что-то как-то у меня есть сомнение, то, что он сможет распилить этот стол. У него сильная стенка мейн керри Лина. Если Лину быстро не заберут, то Лина даст всем прокекаться хорошо. О, а кто это тут такой? А это инсектоид. Удивлен? Ни грамма. Ты еще и выиграешь, да, на инсектоида? Давай, 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 давай. Одной тычки не хватило. Одной тычки не хватило, чтобы продолжить свой винстрик. Прикиньте. Вот в этот момент я хочу услышать эмоции самого автора этого видео. Поэтому, Savage, напиши в комментарии, какие у тебя были эмоции. О-хо-хо-хо. А Шейман-то будет творить грязь, судя по всему. А Шейман-то будет творить грязь, судя по всему. Тут рыцарь собирается вообще. Что происходит в этом лобби? А, кстати, меня просили говорить, если что, про ранг. Если что, это ранг ферзь, 400 что-то там очков. 400 плюс очков, по-моему. Или 500 плюс очков. Точно не помню. Я, по-моему, в начале ролика забыл об этом сказать. Да, я забыл об этом сказать в начале ролика. Поэтому, ребят, ранг ферзь 400-500 очков. Если что, в комментарии еще напишу. То... Хотя, зачем смысл? Итак, послушайте, услышите, что я скажу, когда вспомню. Что-то у меня из... Честно, что-то из головы вылетело вначале сказать о том, что какой-то ранг. Мэрту жалко, что он скипнул. Мог Мэрту собирать. Еще параллельно. Все-таки неплохой танк. А что ты делаешь? Сэвидж, сейчас 14 раунд. Сэвидж, очнись! Сэвидж, услышь мою ментальную мысль к тебе. Сэвидж! Сэвидж! 5 секунд, ну. Хнык. Фу. Мэр-то только что быстренько так распилил. Но походу он не сдохнет здесь, это хорошо. Он будет сейчас играть на охотниках до Талова. Только вот самый главный момент все равно, что он будет делать в лейте. Какой в лейте у него будет пик? Вот это вот мне интересно. Что за пик силы у него будет? Так, микрофон работает? Работает. Зелененько светится, значит работает. Так, покупает инчу. Это хорошо. Ребята, не будете покупать инчу, это будет плохо. Инча — это ваша инвестиция в лучшее будущее. Инча — это путевка в Швейцарию, в элитный отель, все включено на 20 плюс лет, плюс ЗПшечка их минимальная. Ну, это вкусно. Это все даст вам инча. Вот нет инчи, есть проблемы. Есть инча, нет проблем. Абузите ее, продаете, имеете кучу бабла. Поэтому, ребят, абузьте инчу. Не такая... Мне инча за рекламу не платила. Так что, если что... Понимаете, да, о чем я? Тут-туру-ту-ту. Так, что у него там сейчас за предмет второго тира упадет? Ну-ка, ну-ка.
А что там по инче? Не продавай. Ну, Верку, кстати, продавай. Верка не нужна. У тебя и так много героев третьего тира, поэтому, ну, в любом случае, он тебе будет очень плохо приходить. Кстати, вдруг кто не знает, как работает Джезл Кира, то сейчас объясню. Смотрите, у нее сейчас 6 уровень. Отнимаем 2 уровня, и ты будешь ролить как на 4 уровне. Понятно, да, я думаю, здесь? Если, соответственно, у вас 8, то будете как на 6, на 10 будете как на 8. Идеально эту реликвию будет только тогда, когда вы полностью вышли в инкам, когда у вас там 5 только начальный уровень плюс-минус, у вас на 10 раунде что-то там около 60 плюс-минус хп. Но я на самом деле... Ну, не, на самом деле это хорошее решение взять 2 молнии. У него с 2 охотников будет Неплохо. Кстати, если что, 2 колечка стакается. Это не уникальный баф, это просто плюс бонус к магии. Поэтому 2 колечка стакается. На будущее, вдруг кто не знает. Так вот. Так вот. 2 пары молний это не ошибка. Ни в коем случае. Почему? Потому что, смотрите. Опа, инча. Берем. Ему как-то мало инча падает, если честно. Очень мало инча падает. Наныл. Так, берем трента. Ага. Ага. Продаем. Рольни, если что, распродайся. Ну вот, смотрите. Увидели еще одну фишечку только что он показал? Я об этом не знал, если честно. Я знал, что если ты кликаешь на скамейке 2 раза на фигуру, там или сколько-то раз, то она выставляется на стол. Но я не знал, что если эту фигуру кликнуть 2 раза на уже поставленном столе, она вернется на скамейку. Я об этом не знал, если честно. И, кстати, момент. По поводу жезла Киры. Ну, это я сказал, как он работает. 2 Мьёльнира, короче, это нормальная тема. Но я хотел сказать вообще момент такой. Короче, у меня из головы там вылетело. Я, короче, начал думать о другом совершенно. Ну ладно. В общем, инча ему вообще не идет. Это первое. Вторая. Первая троечка есть. Тракса есть. Смотрите, он делает все мышкой. Я просто шокировался в моменте. Ну, объясню, почему я запутался там в моменте. Я шокировался в моменте, что так можно делать. Я такой, чего? И у меня тупо из головы вылетела мысль, которую я хотел сказать, так знаете, которая от зубов отлетела бы. В общем, он все делает мышкой, и из-за этого он теряет важные секунды времени между раундами. Повел шахматиста к вражескому шахматисту, чтобы создать на него моральное давление. Так сказать, показать, кто здесь батя. Вот видите, отвел туда шахматиста, все, и душит, рядом с ним стоит, прям душит. Не, на самом деле, меня вот бесит, например, когда шахматист бегает по доске. Очень бесит. Не знаю, как вас, меня это очень бесит. Ну, прям тупизм какой-то. А вот тут рольнул, кстати. Инча вообще ему не идет, объективно. В общем, по поводу 2 пар Мьёльниров. Ну, Мейлштормов, 2 тира молний. Это классный предмет. На охотниках работает, будь здоров. Если что, на этом предмете нету КД. И вот прикиньте, у охотника срабатывает много тычек, а это, соответственно, много молний. Молнии распределяются до 3 юнитов. То есть у вас дополнительно массовая атака по 100 единиц магического урона будет с этих молний. А тут у вас 2 пары молний. Круто? Очень. Надо... О, Лина сдохла, отлично. Если бы сейчас Лина еще раз закасила свою лагуну, она бы еще раз полетела по 3 юнитам. Это было бы грустно. Мог бы даже не затащить мой... Опа! А чей это мы винстрик забрали? А? Хорош. Пока что хорош. Пока что все идет неплохо. Так коня вообще распродай, он вообще тебе не нужен будет. О, Тракса 3 звезды. Отлично. И Энча, кстати, пришла. Коня продай, купи Энчу. Не продашь коня? Не купишь Энчу? Будет все плохо. Будет все ужасно. Купи Энчу. Энчу купи, говорю. Продай коня. Купи Энчу. Продай коня, купи Энчу. Не работает.
Не работает. Слабые у меня ментальные способности. Кстати, 20 раунд. Посмотри, что у тебя там есть. Что у тебя там за реликвия? Посмотри реликвию, юж ты. Ну, если Мамора тебе упала. Две классные реликвии. Либо же награда за гоблинов. На его месте я бы взял награду. Либо же Мамора. Но в его случае я бы взял все-таки награду за гоблинов. Почему? Потому что, смотрите. У него осталось 2 раунда жезла Кира. Окей. Но он идет на винстрике. Так что... Либо же Мамору. Но Мамору ему надо было брать тогда, когда у него орк-охотник был 2 звезды. Но сейчас в этом нет никакого смысла. Кстати, мог бы попробовать найти рок войны для орка-охотника. Хотя плевать на него. Там не забываем, что у Шеймана орк-жрец растет. Это будет проблема. О! Один инсектоид есть. Бог-чернокнижник. Бог-орк. Ничего себе. А ну-ка. Сэвидж, собери антимага, закинь мантию в него и просто порви лицо этому чернокнижнику. Собери награду за гоблинов. Не надо ролить. Ну что ж, рискнул, не повезло. Я так понимаю, он хотел предмет 3-го тира найти. Так, Шейман, здорово. Отплатили тебе сполна, пока. Всего хорошего. Ну, мы помним, что у Шеймана, если что, там растет. Растет молодое поколение, которое выпустит этого кабанчика на волю, и этот кабанчик будет жить и припевать. Куда уровень берешь? У тебя же еще есть время паролить. Что ж ты делаешь? Скипни волшебную палочку. Найди урок войны. Урок войны будет имбой. Так, кстати, 3 гнезда Маморы. У Шеймана, у Кубаса. Но Кубас вообще какую-то хрень собирает. Да рыцари мертвая синергия. Ну ладно, не в первый раз я вижу, что рыцари собирают на ранге ферзь, но... Рыцари это мертвая синергия. Мертвая уже больше, чем полгода. Потому что у разработчиков шапочка из фольги находится на голове. Надо попробовать как-то Драгонайта будет закирить. У меня есть одна такая идейка, как его можно реализовать. Довольно-таки необычная. Попробую. Так, инча пришла, хорошо. Это будет отличнейший старт. Там ты взял уровень. Ну, наверное, провтыкал момент просто по поводу того, когда ролился. Да, скорее всего, провтыкал. Такое бывает, ничего страшного. Ничего страшного. 2 инсектоида. А, не, 1 инсектоид пока что. 1 серьезный инсектоид. Инсектор, я так понимаю, хочет собрать себе какую-то фигуру через мантию. И какая же это будет фигура? Леший? А, он уже 10-й взял. Без денег. Как он выносит? Соберите Дума ему на лицо. Соберите Дума на лицо. Чтобы он так не выеживался. Лучше снайпера поставь. Снайпера, либо Мирану. Либо Кунку, кстати. Кунка тоже будет неплохо смотреться. Станчик. Но я думаю, лучше больше урона, поэтому лучше снайпера. Но нет, так нет. Ладно. Ладно. Что ж. Я бы, наверное, лучше все-таки снайпера поставил. Вот эту волшебную палочку Гарри Поттера надо скипнуть. Бесполезный предмет. Кстати, вот такой, знаете, вот прикольчик. У снайпера анимация снаряда намного быстрее летит, чем у любого другого охотника, кроме лишних персонажей. И из-за этого у снайпера намного быстрее тычка, чем у охотников дальнего боя. Вот видите, как тычка летит у Траксы? В этом огромный минус. Поэтому, когда ты получаешь мантию, закидываешь в антимага, у которого почти самое быстрое... О! Бери! Да! Нет! Да! Фу! Антимага бери! Сейчас покажем.
этим инсектоидами, вот этим всяких там богам-чернокнижникам. Приколюсь, если бог-чернокнижник еще и займет топ-3. Каким-то неизвестным чудным образом. Да, отлично, красава. Оставляй, оставляй. Пойдет, пойдет. Ладно. На мужика решил сыграть. Без меты. Интересно, интересно. Это очень... Не, максимальное почтение и уважение за такой мув. Я думаю, и так всех мета надоело. Поэтому максимальное почтение и уважение за такое. Но я думаю, чистые охотники слабые, если нет каких-то адекватных предметов. Поэтому, если нет каких-то адекватных предметов, то я думаю, чистые охотники это полное п. Но только... Ну да, только если хорошие предметы. Все, по-другому никак. Либо же через мантию играть. Да соберите, пожалуйста, несколько думов против этого бога-чернокнижника. Дайте ему показать, что не мета. Либо соберите антимага кто-то. Хрень волшебное зеркало, не бери его. Зачем тебе надо, это волшебное зеркало? Да не бери! Сэвидж, к тебе вопросик появился. Зачем тебе это волшебное зеркало? Ты видишь мой пристальный взгляд? Ответишь в комментариях. Очень интересно. Не, в любом случае посмотрим. Что там будет? Что там будет такого? Кунка. Ну, 50 на 50 на самом деле с кункой. Там, кстати, есть дух пятерка. О, 6 магов. Поспешил немножечко. 6 магов будет максимально неприятно, кстати. Но там у Шейкана... извиняюсь. У Шейкана. У Шеймана орк-жрец 3 звезд. Орк-жрец 3 звезд, из-за этого... Ну, почти 3 звезд. Он там растет в море, по-любому, когда-то его выкатит, это прям печально будет. О, инсектоид. И слюна потекла, когда играешь на инсектоидах. Без обид, если что. Я это говорю ради рофла. Ради рофла, ребята. Ради рофла. Без обид. Все играют как могут, все играют как хотят. Все получают удовольствие тоже как хотят. Но посмеяться над этим надо. Правильно? Правильно. Все мы любим здесь инсектоидов. Можно было бы поискать мантию. Можно было бы. В самом деле, если он соберет парочку хороших керри, он может попробовать еще и найти синергию Киры. Хотя, если предметов будет адекватных минимум, то синергия Киры... Ну, хрень будет, короче. Полнейшая хрень будет. Фуловый инсектоид. Марсе бы продать. Фуловому инсектоиду. Вот инсектоид проблема. Ну и вот чел, который играет на багах чернокнижниках, тоже. Как он живет? О! Взгляд Азеса. Оставь взгляд Азеса. Приколи чернокнижника. Не скипай. Взгляд Азеса это хорошая тема, то, что ему упала. Но там только что чел показал на Манки Кинге, как надо скиллом уничтожать весь вражеский стол. Его не надо нерфить. По-любому не надо нерфить Манки Кинга. Там мне в комментариях писали, что этого персонажа не надо нерфить. И, ребят, надо его нерфить? Я думаю, нет. Не трогай взгляд Азеса. Нет. Нет. Бесполезное зеркало. Не взгляд Азеса. Оставь. Не трожь. Не трожь взгляд Азеса. Услышь меня сквозь микрофон, сквозь монитор, микрофон, запись, как ладно. Услышь мои мысли. Не трожь взгляд Азеса. Брось каку.
Чисто ради рофла. Ну, без какой-либо агрессии. А получается, это волшебное зеркало имба? Ну ладно, не имба. Ну хотя бы ничья. Бери цветку. Пригодится. Не тру... Я тебе говорю, убери. Убери руки с... Криты бери. Криты неплохая тема. Бери криты. Тебе урона мало. Бери криты. Либо кирасу. Оба предмета хорошие. Кираса тоже отличная. О, у Шеймана орк 3 звезд. Фу, орк 3 звезд. Бери криты, либо кирасу. Чё-то у меня есть... Чё-то я думаю, что чил займет топ-3. Нужен Дум. Взгляда Зеса нету, значит нужен Дум. Без взгляда Зеса будет как бы трудно. Если что, это у него экран мигнул, не у нас. О, минус бог-орк. Бог-орк поехал отдыхать. Бог-жрец как бы его еще может заспамить, но там надо посмотреть, какие предметы у Шеймана. Горн хочешь поставить? И зачем? Против кого? Против... А, ну, в принципе, против инсектоида можно, но такая себе, конечно, авантюра. Зря, что криты скипнул, и зря, что кирасу скипнул. Оба предмета были шикарных, и я даже на самом деле взял бы предпочтение больше кирасе. Хотя и криты тоже шикарные. В Траксу опять мигнуло. Вот. Хотя, если засунуть криты в Траксу, то там будет нереально огромные криты. Там будет развал кабины, будь здоров. Чел вообще на Ведьмаках там играет. Вот этот инсектор. Интересно. А зачем? Почему? Как? Ладно. Так вот, вернусь к рассуждению. Криты и Кираса. Оба хороших предмета. Криты бы дали много урона, но Кираса дала бы первое. Деф. Не против Ведьмака, конечно, но против остальных. Дала бы деф, плотность, скорость атаки и минус армор, что самое главное. Минус армор в радиусе. Это тоже хороший предмет. Не стоит недооценивать Кирасу. Извините меня, дать в радиусе минус 20 армора, почти, ну там минус, по-моему, 10 армора дает. Это много. Хорошие два такие прихода ему пришли. А зачем морские? Я что-то этот момент пролюбил и что-то не понял. А зачем морские? Не-не-не. Со снайпера забери медальон и закинь его в Мирану. Да. Инсектоид. Ну это какой-то... А, это не инсектоид, это ж ведьмак, что-то там непонятное. Хорош. Минуза только что застанила этого Манки Кинга, и у Манки Кинга не было шанса. Поздно юзнул. Поздно. Забыл-то за эту реликвию. Я на самом деле и сам за нее забыл. Мамора. О, неплохо. Что придет? А ну давай посмотрим. Ну, магов нету, поэтому, в принципе, тебе и морские не нужны, тебе не нужны. Хотя там бог чернокнижник чем-то дамажит, неизвестно. В принципе, можно... А, не, ну, в принципе, тоже хорошо. Тоже, в принципе, хорошо. Можно было бы скипнуть один медальон попробовать. Хотя... Так, бог-жрец через орка-жреца в 3 звезды. Ну, как бы...
Провидец имба, орк-жрец имба, но орк-жрец пока что еще не супер имба. У орка-жреца, я смотрю, нету ни кромикона, ни рефрешера. Будут эти два предмета, караул хавайся. Разнесет табло всем. У Шеймана пока все более-менее хорошо. Да скипай ты эти предметы, Шейман. Ищи себе некра, ищи себе рефрешер. Все, на характере. Тебе надо душить каким-то образом что одного, что второго. Провидец, кстати, хорошо помогала, только что против охотника она безоруш накидывала. Я вот... Как живет чел на богах-чернокнижниках? Да, если что, вот вы берете провидца, это инвокер из доты. И когда он против охотников, то он кидает обезоруженных охотников. Это очень жесткий такой дебаф. Поэтому, ребята, кто играет на нем, обусть эту тему. А вот то, что у него оржец есть 3 звезды, я бы все-таки пытался рисковать и находить некра либо рефрешер. Ой, инсектоид. Ну-ка, 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 ну-ка. Давайте посмотрим. Хочу посмотреть увлекательный контент. Не, ну пока что... Кстати, Кунка хороший такой перс только что был. Нормально так станчик подзадержал его. Но... Вынес. Я думал, не вынесет. Как? Покажи мне бога чернокнижника. Что у него там за предметы такие? Как он так выносит? Да, вот так вот все медальонки берись, все медальчики берись. Все медальоны сейчас бери с кипой, а хекс оставь пока что. Оставь хекс, бесполезное зеркало убери. Хекс не... Молния неплохой предмет, но у тебя как бы все грустно, печально. Но вот второй Мьёльнир, кстати, надо убрать. Они не стакаются друг с другом. Отдай его Траксе, что ли. Зачем зеркало держать? Не понимаю. Не, может, я, конечно, что-то не, ну, что-то не понимаю, не подозреваю, но напишите мне, пожалуйста, в комменты, зачем зеркало держать. О, драконий рог оставь. В Миндузу закинь. А хотя, смысл? Чел тупо душит его алхимиком. Нужно находить дум. Нужно находить дум и душить его. Но, как видите, ему урона не хватает. Ему надо было криты все-таки оставить. Под критами он бы его пробивал, но если бы крит возвращался, была бы беда. Была бы беда. Да. Не, я удивлен. Я удивлен с этого бога-жреца. Ой, бога-жреца. Бога-чернокнижника. Очень удивлен. Бог, чернокнижник, дух. Звучит прикольно, красиво, но это все контрится одним думом. Но вот этот небалансный щит 5-го тира, это, конечно, нечто. Мне надо посмотреть предметы данного персонажа. Что там за предметы? Очень хочу посмотреть, что там за предметы у этого бога чернокнижника. О! Багровый потрошитель, бери. Не. Потроши... Не. Вопрос номер 2. Почему не багровый потрошитель? О, маска. Рапиру не бери, ты сдохнешь. Там гарантированно проиграешь. А вот с маской есть шансы. Не понял, почему багровый потрошитель он скипнул. Потому что, ну, типа, как работает багровый потрошитель? Он накидывается на конкретную цель, на самую богатую. И по этой цели наносится двойной урон от всех юнитов. И все приоритеты начинают бить этого юнита. Ну, героя. Тут вдруг не знаешь, что такое юнит, героя. Багровый потрошитель — это имба. То есть в первую очередность все, кто находится в зоне его... Короче, в зоне атаки союзных фигур, и вот багровый потрошитель, допустим, висит на алхимике, то все будут целенаправленно бить алхимика. Но в данном случае у него есть Леша 3 звезды. Они бы Леша вот пинали в первую очередь.
Потому что, типа, самая сильная фигура на столе по ценовому диапазону. Дамага вообще нет, такое ощущение. Есть два выхода. Хотя, на самом деле, скип таких важных предметов, мне кажется, выхода мало. Притом он в основном дамажит, если что, магией. Из-за того, что у него есть Мёльнир. Что мы можем сделать? Морские могут как бы и дефать потихонечку, но ему нужен Дум. Ему нужен Дум, ему нужна вот Энигма, кстати, хорошо заходит, потому что она бьет чистым процентажным уроном. И Дум нужен обязательно. То есть, смотрите, там в чем прикол Энигмы? Энигма дамажит процентажно от количества хп противника. То есть, а чернокнижник, вот этот бог, он... тебе нужно... Что тебе нужно? Дум есть, 2 звезд хорош. 9 хантов. Ну, сомнительно, что ему нужно 9 хантов. Очень сомнительно, что ему надо 9 хантов. Он скипнул важные предметы. Вот это вот реальная ошибка, то что он скипнул важные предметы. Но этому челу повезло. Он нашел щит 5-го тира. Щит 5-го тира имба. Но в этом как бы есть смысл, да, он будет отталкивать, конечно. Ну, короче, как по мне, он скипнул важные предметы. Из-за этого ему тупо не хватает урона сейчас его пробить. Может попробовать поставить чистый урон. Что тоже, кстати, будет неплохо. Чистый урон поставит. Ну, в виде ведьмаков. А у него денег нет. Не успеет. В тупую не успеет собрать. Обидно. Я, ну, морские как бы защищают немного от дамага способностей. Вдруг только, ребят, вдруг кто не знает, как работают морские. Морские защищают от урона от способности. Они поглощают урон от активной способности. То есть неважно, она будет физическим бить, чистым, либо магическим. Если это активная способность, она будет поглощать 60 или 20% соответственно от способности. Поставил горн, но я думаю, что... Хотя может и помочь, кстати. Может и помочь. Давайте посмотрим. Я думаю, ну, я такое, думаю, не поможет. А в кого Дум поехал? А в кого Дум пошел? А, в Лешего. Ну, что-то как-то туго даже. Не, без гримтача сложно на Думе как-то что-то катить. В Думе то ли рефрешер нужен, чтобы он как надо Дум закидывал, либо же что. Ну да, только рефрешер, по сути. Был бы рефрешер. Ну да, ему чистый урон, кстати, надо. Он скилл Феникса не пробивает. Он не пробил. Чистый урон, может быть, бы ему помог. Ну, короче, криты, багров, не знаю. Снайпер сам себя только что выстрелил. Просто friendly fire устроил. Но я удивлен, как Чило вот хорошо сыграл. Противник хорошо сыграл. Так, 2 охотника есть. Горн убрал. Ну, не, ну Дум скипать не надо. Ну, ладно, пусть попробует. У него все равно урона не хватает по одной цели. Почему бы не попробовать 9 охотников? Правильно? Правильно. Хочу посмотреть его предметы полностью. Надеюсь, концент покажет, потому что мне очень интересно, что у него там за предметы. Но вот этот щит 5-го тира, это такая имба. Просто без КД это самый имбалансный щит. Более чем уверен, что в каком-то патче они снова вернут ему КД. И вот, кстати, самый прикол,
что у чела стоит 4 духа. И вот давайте жизненный момент вспомним. Давайте жизненный момент вспомним. Смотрите. Когда вы играете на духах, сколько раз срабатывает окаменение на вашего противника? Мало. А когда против вас играет противник на духах, то там срабатывает даже на 2 духах настолько часто, что ты просто в шоке сидишь. Покажи мне его предметы. Понял, это концовка, короче. Ну, вот так вот оставлю. Назад кликнул. Короче, это концовка была. Ну что, давайте подведем итог. Что я хочу сказать. Как по мне, была ошибка первая, это скипнуть криты. Лучше бы уже взял Кирасу. Типа бесполезный хекс, который по итогу все равно скипнулся. Лучше бы какой-то гарантированный предмет на такой стадии игры взял. То есть либо криты, либо Кирасу. И предмет 4 тира. Зачем цепочка? Я не понял. Если предмет, вот этот вот багровый клинок, он намного больше импакта дает. Он дает... Вот смотрите, как работает вот этот багровый клинок. Он накидывается на самую дорогую цель. Накидывает Silence. И все ваши герои, которые находятся в радиусе атаки и задевают вот эту вот фигуру, все целенаправленно начинают бить конкретно эту фигуру, пока не спадет дебаф. И урон будет двойной. Это самое главное, двойной урон. Это жестко, это много. Плюс скорость атаки, приятно. И, соответственно, да, у алхимика был щит 5 тира, и там была бы возможность, что двойной бы урон работал, соответственно, в обратную сторону. Но шанс 35%. Ну, как мы видели, часто срабатывало. Не, это слишком имбовый щит. Слишком имбовый щит. Его нужно нерфить. Ему надо добавить было КД, и все. Добавьте КД, и он не будет такой имбой. Обратно верните КД. Сделайте обратно 50%, но верните КД ему. КД, ну, не 1 секунда. Точно не 1 секунда. 1 секунда роли не поменяет. Надо вот, чтобы было 2 секунды. Либо 3 обратно. 3 секунды и 50%. Все. Потому что это щит имбовый. В прошлый раз этот щит нерфили, потому что он слишком имбалансный был. Слишком. Потому что постоянно что-то возвращал и тому подобное. И поэтому его нерфанули и поставили КД. И тогда он был балансным. Но сейчас опять имбу вернули. Сделали шанс 35% на роли. Это не поменяло, как мы видим. И все равно проблемы те же остались. Это не решило проблему. Ну, короче, они... Как всегда, разработчики в шапочке с фольги сидят, там себе какие-то приколы делают. Ладно, вернемся к катке. Я думаю, что вот ошибка в выборе предметов — это самая главная ошибка. Поэтому не смог перетащить бога чернокнижника. Это первый момент. Второй момент. Надо было ведьмаков поставить. Я думаю, с чистым уроном пошло бы все поживее. И Гримтач необходим, когда есть Дум. Еще и Дум поднасрал. Немножко не туда кидал свою способность, как надо. Но я вообще удивлен, как чел на богах чернокнижник занял топ-1. Но я дам, кстати, должное же Сэвиджу. Он не пикнул антимага, хотя мог пикнуть антимага, найти мантию, закинуть эту мантию в антимага и порвать все столы без шансов. Абсолютно. Вот просто взрывать каждого. При том, что ему еще Аганим падал с первого ролла 5 тира. Сильно? Я считаю, очень. Ну, в общем, забавная катка получилась. Я получил нормальное такое количество эмоций. У меня было куча вопросов. Самый главный вопрос — почему зеркало? Сэвидж, посмотришь этот ролик, ответь мне, почему зеркало и почему цепочка против такого противника. Обидно, что Шейман откис. У Шеймана был орк-жрец в 3 звезды, но предметы откровенного дерьма. Да, было бессмертие. Ну зачем бессмертие, если у тебя есть орк-жрец в 3 звезды? Наверное, он не рассчитывал, что орк-жрец в 3 звезды придет. И решил сыграть уже на какого-то другого персонажа. Но тоже. Ну, я думаю, Шейман тоже мне напишет в комментарии, что пошло не так в моменте. Не поверил ли, что орк-жрец придет? А если поверил и когда трельнул этот бессмертие? Но мне больше интересно, что там за предметы были все-таки у этого бога-чернокнижника, который был еще и с духами сверху. Ну, похоже, мы это не узнаем. Ладно. Что я хочу сказать? Я получил море эмоций, я кайфанул. Я доволен. Лично я доволен. Спасибо за каточку огромное. Поэтому, что думаете вы по поводу этой катки, вы напишите в комментариях. А также, ребят, не забудьте оставить свой лайк,
и комментарий в поддержку, естественно. Кто не подписан на YouTube канал, подписываемся, не стесняемся, обязательно меня поддержим, потому что скоро 2000 подписчиков. Без вас я не смогу их достичь, естественно. Кто не подписан на телеграм-канал, подписываемся. В описании под видео и в закрепленном комментарии есть ссылочка на телеграм-канал. А еще на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.